Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 30 марта. В этом видео поговорим о народных приметах, поговорим о народном календаре, поговорим о церковном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии обязательно пропишите следующую волшебную фразу: «Мои доходы постоянно растут и приумножаются. Истинно да будет так». Эти слова помогут вам сонастроиться с энергиями Вселенной и приумножить деньги. Пожалуйста, не ленитесь, прописывайте. Это играет очень важную роль именно в вашей жизни. Только делайте, пожалуйста, это искренне, от чистого сердца. Итак, друзья, 30 марта в православной церкви почитается святой преподобный Алексий. Это был человек Божий, чья жизнь пропитана благочестием и самоотверженностью. Родившись в богатой и благочестивой семье, он был единственным сыном и был предназначен для великих дел. Его родители, стремясь к счастью сына, выдали его за красивую и богатую девушку, женили, но судьба Алексия сложилась совсем иначе. Юноша после венчания тайно покинул родительский дом и направился в город Эдессу, где отдал все свое имущество и стал нищенствовать возле храма Пресвятой Богородицы. Он принял жизнь нищего и отдал все свои деньги нуждающимся, стремясь к умиротворению и служению Богу. Много лет он провел на паперти, не желая славы и признания. Однако его благочестивая жизнь не осталась незамеченной. После многочисленных чудес и явлений, которые были связаны с Алексием, люди начали стекаться в церковь, чтобы видеть человека Божия. Чтобы избежать славы, Алексей вернулся в Рим и стал жить незамеченно в доме родителей. Там он прожил много лет, не раскрывая своей истинной личности. После смерти святого Алексея его дом стал местом поклонения и молитвы для многих людей. Многие приходили туда, чтобы попросить его заступничества перед Богом. Его тело стало объектом чудотворства, и многие больные получили исцеление, прикасаясь к нему. По воле верующих его тело было помещено в дорогой ковчег и похоронено на Авентинском холме. Святой преподобный Алексей остается символом благочестия, самоотверженности и любови к ближнему. Его жизнь и послужение призваны вдохновлять нас к добрым делам и служению всему живому. А вот дата 30 марта, согласно народному календарю, обладает необычными названиями, которые и отображали своеобразие этого дня в народной мудрости. Среди них был Алексей Теплый, Алексей Человек Божий, Водотек, Пролей Кувшин, с гор вода, с гор потоки. Эти названия отражали атмосферу, присущую этому времени года, и символизировали начало перехода к весенним и летним явлениям. Особое внимание уделялось прогнозам погоды на этот день, поскольку, согласно преданию, именно 30 марта можно было судить о том, каким же будет предстоящее лето. Святой Алексий на Руси был известен своей непревзойденным благочестием и святостью, что принесло ему большую любовь и почет среди верующих. Его житие было широко распространено и известно прямо в подробностях, что сделало его одним из наиболее почитаемых святых в православной культуре. В средневековой европейской поэзии можно найти упоминания о святом Алексее. О нем были созданы ряд легенд, которые передавались из поколения в поколение. Эти легенды позволяли расширить представление о святом и внести в него новые, зачастую фольклорные элементы. Восточные славяне также сохранили и передали потомкам прекрасные духовные стихи о святом Алексее, который считался человек Божиим. Эти стихи пелись и распространялись среди простого народа, в том числе в городских и у деревенских нищих, а также часто были исполняемы на монастырских утренниках и в духовных общинах.
в день, который известен как Алексей Теплый, 30 марта, а также в предшествующий день, Савин день, сельское население привлекало внимание к смене саней на телегу. Этот период считался оптимальным уже для подготовки сельскохозяйственной техники к летнему сезону. Однако, несмотря на планы и готовность, нередко возникали препятствия, которые мешали этому процессу. В такие дни снег еще не полностью растаял, и дороги оставались непроходимыми для саней и телег. Эта ситуация представляла вызов для крестьян, которые ожидали благоприятного момента для смены саней на телегу, но приходилось ждать, когда дороги станут проходимыми. Тем не менее, смена саней на телегу оставалась важным этапом подготовки к летнему времени, и сельские жители готовы были принять вызов, когда придет подходящий момент. В этот день, чтобы избежать опасности грозы, многие не зажигали огонь. В южных регионах начинали сеять ячмень, овес, внимательно, в том числе следя за погодными условиями. С приближением теплых дней земледельцы активно занимались посевами, стремясь провести их в наилучшие сроки. В Сибири к концу дня Алексея завершался период ямских перевозок и начинали готовиться к новым задачам. И также в других регионах уже готовили достаточное количество дров на год, готовясь к наступающему холоду. Но если этот день был теплым, то люди приступали к запуску мельниц для того, чтобы молотить зерно, так как запасы муки начинали подходить к концу. Крестьяне внимательно рассчитывали количество зерна, которое можно было смолоть, оставляя часть на посевы на следующий год, чтобы обеспечить себя будущим урожаем. Все эти действия были направлены на обеспечение пищей и ресурсами наступающего сезона, и крестьяне старались планировать свои действия так, чтобы максимально эффективно использовать доступные ресурсы. Также в этот день начинались загадочные гусиные бои. Это традиция, которая занимала особое место в истории и в культуре нашей страны. Это такая была азартная потеха, которая начиналась еще в древние времена и дарила уникальный взгляд на мир домашних птиц и жизнь наших предков. Еще при Петре I гусиные бои стали популярным развлечением, которое привлекало внимание как обычных христиан, так и высших слоев общества. Этот вид спорта был чрезвычайно популярен и имел множество народных примет, традиций, поверий, которые сопровождали его проведение. Одним из таких обычаев это вынос корзины с гусями из дома спиной вперед. Считалось, что именно такой ритуал привлечет удачу и обеспечит успех в будущем. В корзину с гусями также клали бутылочку водки. Это символ праздности и отдыха. Гусиные бои, как правило, проходили весной, и в них принимали участие только гуси старше года. Предельный срок для участия в боях составлял 10-15 лет. Однако существовали исключения, такие как когда уникальный гусь продерживался в этом спортивном состязании более 20 лет. Перед поединком гусятники отгораживали специальный круг. Это было место, куда допускались только участники боя. Подзадоривать птиц разрешалось только словами, и в этом деле гусиные бойцы настоящие были профессионалы, стремясь максимально мотивировать своих птиц к победе. Схватка гусей не была жестокой и лишена была кровопролития. Благодаря строгим правилам, установленным опытными охотниками-гусеводами, потери обычно сводились к незначительным повреждениям. Победителем объявлялся гусь, который заставлял своего соперника бежать. Гусиные бои были не только азартной игрой, но и важным мероприятием, которое позволяло выявить лучшие породы гусей. После поединка гусят победителя приезжали скупать гусеводы со всей округи, что позволяло продолжить легенду победивших гусей на поляне и в дальнейшем улучшить породу. Согласно народным поверьям, 30 марта журавли прилетали с юга и направлялись на свои земли. И дети, наблюдая за их перелетом, кидали на землю красные пояски или ленты, чтобы птицы увидели их и остановились. Этот обычай назывался «красная перевязка дороги», считался способом помочь журавлям в их долгом перелете.
Для охотников этот день имел также особое значение. По народным приметам 30 марта медведи выходили из своих зимних берлог, но они не показывались людям. Вместо этого они оставались в кустах, пока не придет момент. Также в этот день лисы переходили жить из старых нор в новые, что сопровождалось различными народными приметами и поверьями среди людей. Также наши предки с нетерпением ждали момент, когда овсянка начнет распевать свои песенки, даже несмотря на холод и снег. Считается, что если ответить на ее исполнение определенными словами, то год будет щедрым на грибы и лесные ягоды. Такой ритуал был связан с магией природы и желанием привлечь изобилие в свою жизнь. Рыбаки в этот день отправлялись на реку, чтобы поймать щуку, которая разбивает хвостом лед. По преданию, она делает это каждый год 30 марта. Также рыбаки плели сети и кидали их в воду, веря в то, что это принесет ему удачу и счастье в рыбной ловле. В предпоследний мартовский день крестьяне собирали обязательно березовый сок для приготовления медово-березового сбитня. Этот напиток считался целебным и использовался для лечения различных болезней. Смешивая мед с березовым соком и добавляя определенные пряности, люди создавали средство, которое помогало при стоматитах, ангинах, ранах и ревматизме. Также обращаем ваше внимание, что хозяйки домов собирали талую водичку на Алексея Теплого и использовали ее для стирки белья. Верилось, что это придавало одежде долговечность и сохраняло ее качество. Поэтому считается, что сегодня, 30 марта, отличный день для проведения стирки. Кроме того, по преданию, если девушка встретит аиста в этот день, 30 марта, ей следует упасть или присесть. Это считалось предзнаменованием скорого замужества. Еще один способ привлечь внимание суженого – подарить нищему вышитую рубашку. После такого щедрого жеста говорили, что сваты не за горами. Старики также говорили, что в этот день рекомендуется следует готовить инвентарь к предстоящим работам на поле. Это могло включать в себя подготовку инструментов, огородов или других сельскохозяйственных предметов. Также в этот день рекомендуется навестить мать своей жены и выпить с ней медово-березового узвара. Полагалось, что соблюдение этого обычая способствует укреплению дружеских и добрых отношений в семье. Давайте теперь поговорим о том, что же нельзя было делать в этот день, 30 марта, по народным приметам, традициям и обрядам. 30 марта не рекомендовалось заниматься тяжелым трудом. Считается, что это может привести к неожиданным трудностям и лишним хлопотам, которые будут сопровождать вас аж до конца года. Не стоит и планировать на 30 марта какие-либо важные дела, особенно если этот день выпадал на понедельник. По народным приметам задуманному будут мешать различные непредвиденные обстоятельства, что может затруднить достижение поставленных целей. Кроме того, в этот день очень важно беречь свое время и здоровье. Если день окажется неудачным или что-то не так, лучше придерживаться спокойной и размеренной активности, избегая излишних рисков. Также сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что такая поездка будет несчастливой, а по пути могут поджидать неприятности, такие как встреча с обманщиками или появятся мошенники. Это может причинить вред тем, кто не послушался данного запрета. Также в этот день важно не выбрасывать снег, который есть на крыше. Старые предания говорят о том, что этот снег обладает особыми свойствами, которые приносят красоту, молодость и здоровье. Вместо того, чтобы выбрасывать его, считается благоприятным его растопить и использовать для умывания. И считается, что таким образом вы можете привлечь красоту и здоровье в свой дом и в свою жизнь. Также, если в вашем доме есть
грудной ребенок, то в этот день, 30 марта, не рекомендуется давать в долг хлеб, соль или деньги. Считается, что вместе с этими предметами могут быть и переданы часть счастливой участи ребенка. Это предостережение напоминает нам о заботе о ребенке и о его благополучии. Также следует избегать проведения вечера в работе и в каких-то торопливых делах. Весь необходимую работу и заботы стоит завершить к полудню, чтобы иметь возможность провести вечер в уютной обстановке семьи. По старой традиции этот вечер следует посвятить приготовлению праздничного ужина, за которым соберутся все члены вашей семьи. И таким образом считается, что почитание памяти святого Алексея Теплого вместе с близкими привлечет в дом благословение, радость и изобилие. Также 30 марта не рекомендуется зятьям вступать в конфликты с тещами. По преданию, если в этот день произойдет ссора между зятьями и тещами, то в дальнейшем им будет сложно найти общий язык и разрешить какие-либо конфликтные ситуации. Также в этот день не угощайте посторонних людей хлебом или выпечкой. Считается, что вы передадите часть семейного благополучия, которое вы приготовили в этот день для себя. Это может привести со временем к каким-то негативным последствиям. Поэтому лучше в этот день воздержитесь от угощений кого-либо и перенесите вот такие вот вкусности на другой день для раздачи. Вот такой, друзья, у нас с вами день 30 марта по народным приметам, по церковному календарю. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно пропишите следующую волшебную фразу. «Мои доходы постоянно растут и приумножаются. Истина да будет так». И Вселенная обязательно это все приумножит в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.